Зал суда в Бостоне был переполнен. Дело считалось формальностью. Обвиняемый, пожилой мужчина по имени Майкл Уилсон, уже не первый месяц находился под следствием, и почти никто не сомневался, что приговор будет суровым. Он стоял с опущенной головой, изможденный и сломленный, словно заранее принял свою судьбу. Рядом с ним сидела его дочь, девочка по имени Эмма Уилсон. Маленькая, худенькая, в слишком большом пальто, она казалась чужой в этом холодном, строгом пространстве. Ее взгляд был направлен не на отца, а на судейское место, где находился председательствующий судья, Роберт Кинг. Он был известен в Массачусетсе как жесткий и принципиальный человек. После аварии, много лет назад, он передвигался в инвалидном кресле, и это стало частью его образа, непоколебимого, холодного, отстраненного. Когда дело подошло к финалу, Эмма неожиданно поднялась. Это выглядело нелепо и неуместно. Детский силуэт на фоне взрослых костюмов вызвал волну раздраженного шепота. Кто-то усмехнулся, кто-то покачал головой. Служащие суда уже собирались усадить девочку на место, но она не отступила. В ее лице не было страха, только отчаянная решимость. В зале раздался смех. Сдержанный, затем все более открытый. Для многих происходящее выглядело как трогательная, но бессмысленная сцена. Что могла изменить ребенок там, где годами решались судьбы людей? Но в этот момент что-то изменилось. Судья Роберт Кинг внимательно посмотрел на Эмму. Не поверх очков, не сквозь привычную маску равнодушия, а по-настоящему. Его взгляд задержался. Впервые за долгое время в его лице появилось замешательство, затем напряжение. Он медленно опустил руки на подлокотники кресла, словно пытаясь почувствовать собственное тело. В зале стало тихо. То, что произошло дальше, никто не смог объяснить сразу. Судья, который много лет не вставал, начал подниматься. Сначала неуверенно, будто сомневаясь в самом себе. Затем крепче, увереннее. Он встал на ноги, опираясь на стол, и выпрямился. В зале суда воцарилась абсолютная тишина, сменившаяся шоком. Никто не смеялся. Этот момент перевернул все. Не только исход дела, но и саму атмосферу зала. Врачей вызвали немедленно, заседание прервали, а история мгновенно вышла за пределы здания суда. Но важнее всего было другое. Дело Майкла Уилсона пересмотрели. В нем нашли ошибки, поспешные выводы и факты, которые ранее игнорировали. Его отпустили. Не из жалости, а потому что справедливость наконец была услышана. Эмма вышла из здания суда, крепко держа отца за руку. А Роберт Кинг позже признавался, что в тот день, впервые за много лет, почувствовал не силу в ногах, а силу веры. Иногда чудо начинается не с громких слов. Иногда достаточно одного ребенка, который отказывается молчать, даже когда над ним смеется весь мир.